Сегодня мы могли поговорить о том, как много у меня стирки. Но вместо этого давайте я вам расскажу про транспортную систему Стокгольма. Приветствую всех на своем канале. Сегодня я вам расскажу про транспортную систему Стокгольма, полный гайд. И начнем мы с паромов. И да, вы не ослышались, в Швеции это общественный транспорт. Метро, автобусы, поезда, паромы, трамваи, аренда велосипедов и скутеров. Обо всем об этом сегодня. Весь общественный транспорт Стокгольма объединен в систему SL. Одна оплата, и вы можете пользоваться метро, автобусами, поездами, трамваями и даже городскими паромами. В самом сердце Балтики расположился Стокгольмский архипелаг. Здесь, среди более чем 30 тысяч островов и скал, проходят самые живописные маршруты общественного транспорта – городские паромы. Они соединяют центр столицы с островами, музеями, жилыми кварталами и дачными поселками. И все это в акватории Балтийского моря, где пейзажи выглядят как открытки. Сегодня я покажу вам, как работают эти паромы, куда можно доехать и почему они идеальный способ исследовать Стокгольм с воды. Я поднялась на второй этаж. Здесь открываются великолепные виды на город. И вот позади уже остается большая Стокгольмская площадь. И наш катер отправляется в путешествие по островам. Вы понимаете, что для шведов и для жителей Стокгольма это уже давным-давно стало привычным делом. Я вам скажу, это невероятное ощущение. Стою на втором этаже, наверху здесь, рядом с кабиной экипажа. Да? И вот здесь, смотрите, для них стульчик такой, выйти, покайфовать, посмотреть просто на водичку, не огражден ничем. И вот здесь уже для пассажиров, видите, как ограждено. Сегодня легкий ветерок, очень тепло, 17 градусов. Наконец-то в Стокгольм пришла весна. Это прекрасное ощущение. Я очень счастлива, потому что на самом деле я очень люблю тепло, не жару, а именно тепло. И вот это как раз самый, наверное, шикарный период, когда примерно 17-25 градусов. Не слишком жарко и уже не холодно. Посмотрите, какие открываются виды. Давайте понаслаждаемся с вами. Комфортные речные лайнеры SL Pendelbåt входят в систему общественного транспорта SL Stockholms Local Traffic и действуют наравне с автобусами, метро и поездами. Проезд по обычной SL-карте. Что такое SL-паромы Pendelbåt? Это современные катера и комфортные лайнеры, которые курсируют по воде между районами Стокгольма и пригородами. На борту есть удобные сиденья, туалеты, Wi-Fi, места для колясок и велосипедов. Внутри чисто, тихо и тепло зимой, прохладно летом. Удобная посадка с коляской, велосипедом или самокатом. Смотрите, как прекрасно. Началась небольшая качка, и очень круто. Вы знаете, я так очень боюсь и боялась раньше, но у меня любопытство перебороло мой страх. И вот я на кораблике на фоне Викинг Лайв. Мы все никак не пойдем в круиз. Собирались в апреле, а апрель уже закончился. Мы даже вас не представили никак. Меня зовут Светлана. Угу. Сама я из Сибири, уже очень давно здесь, 22 года, замужем за шведом, 2 детей. Да, мы познакомились вот здесь, прямо на этом лайнере. Как я вам говорила, это транспорт, это называется общественный транспорт, который легко можно добраться в любой конец Стокгольма. На все острова можно добраться. Шикарно. Не только в Накко, ой, шикарно можно просто. во все. Так что у меня сегодня... Советуете. Да. Я советую вам обязательно посетить Стокгольм. Спасибо большое. А да. летом здесь просто шикарно. Очень мало туристов. Все шведы уезжают, потому что они считают, что нужно уезжать. Летом в основном все шведы коренные я думала, они зимой уезжают. Зимой они тоже уезжают. Ну, летом, как правило, и часто они покидают Стокгольм, чтобы куда-то уехать, поменять милье, как говорят. Поменять милье, это будет как? Атмосферу. Ага. Поменять атмосферу. За новыми ощущениями куда-то. Да, в основном Испания, в основном Италия, Франция. Шикарно. Ну, могут себе позволить, значит, уровень жизни. Конечно, уровень жизни хороший. Но, к сожалению, уровень сейчас очень упал. Есть как бы постоянная работа, это очень хорошо, но сейчас подняли цены за еду, вы, наверное, поняли? Очень сильно. Да, мы это ощущаем. Электричество очень сильно поднялся. Интернет, то есть все так же, как в всей Европе и везде. Поднимается, ну, насколько будет подниматься, и будут еще подниматься. А зарплаты, к сожалению, не так сильно стали расти.
Раньше было лет 10 назад, здесь было просто клондайк. Очень. Охватило всех это кризис. Да. Это да. К сожалению, да. Мы поплываем сейчас на Кастран. Это очень-очень известный остров. Там жил очень популярный наш хоккеист шведский, Бörje Salming. Он сам с Лапландии, сама я с Лапландии. Ух ты, я приехала очень здорово. И, к сожалению, он умер. Он играл очень много с советскими хоккеистами. Он очень знаменитый и что в советское время был, а в Швеции он был вообще идол. Он умер 2 года, по-моему, назад. Очень хороший мужчина, я с ним лично встречалась. Порядочный. То есть есть такие люди. Вот что мне нравится в Швеции, что они не задирают нос. Это просто. То есть если он начальник и ты подчиненный, здесь вы на равных. Это очень заметно. Это, да, очень заметно. То есть ты можешь критиковать своего шефа. И он это принимает. То есть, да, тут очень хорошо работает. Не уволят, нет. Тут очень хорошо работает профсоюз. Здесь все наравне. Женщины, мужчины наравне. Тоже есть свой негатив, как бы. Но не об этом. То есть мы вот поплываем сейчас очень красивый. Вот сейчас мы поплываем. Это тоже остров, но здесь это частный сектор. Тут живут самые богатые люди Стокгольма. Но здесь можно прогуляться, выйти, да? Здесь можно прогуляться, но есть частная территория, где даже они ограждают, чтобы любопытные не проходили. Вообще, по своей сути, шведы никогда не ставят забора. У них практически нет. Да, если есть заборы, то это, значит, совершенно приватная территория, что никто не подходил и ничего никто не видел. Особенно вот по этой стороне, если вы прогуляетесь, здесь очень много посольств. Там американское посольство. Вот по этой улице очень много посольств. И поэтому там, конечно, огромные виллы. Это вот все территория это идет. А вот сейчас мы будем плыть в ту сторону, вот на Кастран. Чем он еще известен? Там очень хорошие рестораны, рыбные рестораны. Там очень красивый отель И с таким шикарным видом. Сауна. Там отдельно сауна стоит, там даже можно зайти любому человеку посмотреть. Очень красивый променад. То есть где-то километров, наверное, 6. И это все в камнях, в скалах. Вот, наверное, видно вот сейчас. И все с деревом. Вот это все. То есть идешь. Очень вдоль берега, получается, по набережной. Да, это все вдоль берега. То есть вот это до Кастран можно все дойти. Это все по берегу. Вот, шикарно. Да, вот вот этот вот мост, это там есть пешеходный, не знаете, пешеходная дорожка? По-моему, я вижу, есть. Вот человек идет. По-моему, есть, да. Я не ходила по этому мосту, но, по-моему, есть. Вот смотрите, какие интересные фигуры стоят. Ух ты! Это ух ты, как с острова Пасхи. Да, вот такая вот интересная штучка у них есть. Что они символизируют, я, конечно, не знаю, но что-то. Надо поискать в интернете. Вот такая сегодня у меня приятная собеседница и спутница. Спасибо большое. А вот очень красивый памятник, который вечером, это как фонтан. Ух ты. Видите, вот это вот так вот, это как бы какой-то греческий, мифология какая-то. Вот. Вы сейчас выходите? Я сейчас тоже выхожу. Всего хорошего вам. Вот очень красивый стран, можно здесь даже посидеть. Люди ждут, когда трамвайчик, это называется водяной как бы трамвайчик. Вот там можно посидеть в ресторане, заказать что-то. А вот променад Стик. Вот супер. Вот это вот спа очень хорошее. Мы сюда обязательно приедем, чтобы просто прогуляться. Летом приезжайте с детьми, здесь вообще шикарно. Раньше можно было даже рыбку ловить, но сейчас поставили рестораны. Прям вот любой, вот смотрите, как шикарно. Очень красиво. Летом здесь шикарно. Очень много лебедей. В ту сторону прогуляться очень красиво. Спасибо вот там большое. Вот отель И. Вот там выглядывает. Старинное здание. Советую посмотреть. Спасибо большое за все рекомендации. Теперь вы узнали все самое важное и самое интересное про паромы Стокгольма. Отправляйтесь смело в путешествие. Посмотрите на красоту Стокгольма и окрестностей с воды. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Ну а мы переходим ко второму моему фавориту, и это метро Стокгольма. Метро в Стокгольме – это не просто транспорт, это самая длинная художественная галерея в мире. 3 линии – зеленая, красная, синяя. Метро работает с 5 утра и до часу ночи. В пятницу и субботу круглосуточно.
поезда ходят каждые 5-10 минут. Билеты действуют 75 минут и дают право на пересадки. Центральный вокзал в Стокгольме – это не просто станция, это целый транспортный узел, где встречаются разные миры. Здесь, под землей, на одном уровне проходят поезда метро, а чуть ниже мчатся пригородные поезда Пендельтог. Они словно пересекаются, но никогда не сталкиваются. Каждый идет своим маршрутом, на своей глубине. Так устроена система. Удобно, четко и быстро. Один спуск, и ты уже на линии пригородных поездов. Один подъем, и ты уже в метро. Это как многоэтажная дорога, только под землей. Пригородные поезда соединяют центр Стокгольма с пригородами и соседними городами, например, с Uppsala или Мерста. Пендельтог ходит реже, примерно каждые 15-30 минут. На поездку в аэропорт Орландо нужна отдельная доплата. Здесь все продумано до мелочей. Вы никогда не потеряетесь, если будете следовать четко по указаниям, а их в стокгольмском метро и на центральном вокзале предостаточно. Главный пересадочный узел метро украшен синими и белыми фресками с изображениями листьев и цветов, созданными Пером Олафом Ульдветом. Эти мотивы придают станции ощущение спокойствия и уюта. Художник специально использовал этот мотив и цвет, чтобы успокоить спешащих пассажиров. В 2025 году стокгольмское метро празднует свое 75-летие. С момента открытия в 1950 году более 90 из 100 станций были украшены произведениями искусства, созданными около 150 художниками. И вот некоторые из них. Кунстредгорден – станция, названная в честь расположенного рядом парка, оформлена художником Ульриком Самуэльсоном. Внутри можно увидеть античные скульптуры, колонны и элементы, напоминающие о дворце Макалёс, ранее находившемся на этом месте. Зелено-красно-белая цветовая гамма и загадочная атмосфера создают ощущение подземного сада. Каждый день общественным транспортом Стокгольма пользуется около 700 тысяч человек, и регион Стокгольма гарантирует всем жителям и гостям города доступ к безопасному и надежному общественному транспорту. Общая длина всех путей и линий метро Стокгольма насчитывает 10 020 километров, а эскалаторов насчитывается 501. Что же говорить про лифты? Если на 2025 год в системе общественного транспорта Стокгольма эксплуатируется приблизительно 465 лифтов. Но в данный момент метро Стокгольма расширяется и планируется установка новых лифтов. И скоро, с учетом новых лифтов, транспортная система Стокгольма будет насчитывать более 500 лифтов. И также хочу вам сказать, что вскоре откроются новые станции метро и новая желтая ветка. Сейчас обо всем можно посмотреть на сайте regionstockholm.se. Ссылку я оставлю в описании. Очень много интересного готовят для жителей и гостей Стокгольма. Rådhuset оформлено в стиле поп-арт с элементами, напоминающими археологические находки, корзины, дрова и другие предметы, будто бы вросшие в стены. Это создает ощущение путешествия во времени. Ну а прямо сейчас я попрошу вас написать свой комментарий и подписаться на канал, включить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и поставить мне лайк за это видео. Спасибо большое. Мы на красной линии, и перед нами станция «Стадион». Уже по названию понятно. Мы совсем рядом с Олимпийским стадионом. Станция словно наполнена воздухом и светом. Ее своды окрашены в небесно-голубой, символ мира и свободы. А центральный элемент, огромная радуга, будто поддерживающая тяжелую арку над путями. Эта работа художников делает стадион одной из самых запоминающихся станций метро. А здесь, на Вестроскуген, расположен один из самых длинных эскалаторов в Западной Европе. Он имеет длину 66 метров и 33 метра по вертикали. Но в будущем рекордсмен появится на желтой ветке метро, которую сейчас строят, и будет иметь более 100 метров. Стокгольм часто попадает в топ-10 городов с лучшим общественным транспортом, уступая иногда таким городам, как Сеул, Токио, Сингапур или Цюрих. Транспортная система Стокгольма считается одной из лучших в мире, особенно в категориях экологичности, интеграции различных видов транспорта и удобства для пассажиров. И вот почему. Развитая сеть
Метро, автобусы, пригородные поезда, трамваи и паромы работают как единая система. Одна система билетов. Один единый билет работает на всех видах транспорта. Пунктуальность и чистота. Транспорт ходит по расписанию, станции и поезда регулярно убираются. Интеграция с природой, и многие маршруты проходят через живописные места, что делает поездки приятными. Устойчивость. Большинство автобусов используют биотопливо, а метро питается от экологически чистой энергии. Но есть и минусы. Высокая стоимость проезда, особенно для туристов. Загруженность в часы пик. Особенно на центральных станциях метро. Ограниченная работа ночью. Ночной транспорт есть, но не всегда удобно. Фридхеймсплан залегает на глубине около 30 метров под землей и украшена изображениями розы ветров, перелетных птиц и моделью парусной лодки, вызывая ассоциации с путешествиями и дальними странами. Так где же можно и как приобрести билет на стокгольмский транспорт? И как оплатить поездку? Купить билет можно в приложении SL, в автоматах или в пресс-бюро. Вы можете купить также билет в кассе или оплатить его прямо в транспорте, приложив свою банковскую карту к валидатору. Дети в сопровождении взрослых бесплатно. Для украинцев с предъявлением паспорта проезд по Стокгольму бесплатно. Разовый билет действует 75 минут и стоит около 42 крон. Есть также проездные на 24 часа и 72 часа, а также месячный проездной. В транспорте наличные не принимаются. Учитывайте этот нюанс, чтобы ваше путешествие не омрачалось такими мелочами. Скоростной поезд Орландо Экспресс – это экспресс-поезд, соединяющий центр Стокгольма с аэропортом Орландо. Время в пути 18 минут без остановок. Ходит он каждые 10-15 минут. Стоимость билета для взрослых примерно 340 крон. Это примерно $30. Скидки для студентов и молодежи. И если покупаете онлайн, это самый быстрый и удобный способ добраться из аэропорта в центр города и наоборот. Швеция умеет удивлять, и даже обычная поездка в метро может превратиться в путешествие по галерее современного искусства. Пишите в комментариях, какая станция вам понравилась больше всего. Не забудьте поставить лайк, если было интересно, и подписаться на канал Приль Мария, украинцы в Швеции, если еще не с нами. До встречи в следующих видео. Ну а это была первая серия, и я хочу вам сказать, что следующая будет также интересной. До новых встреч, оставайтесь с нами, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.